Добрый день, дорогие друзья! Хотелось бы с вами поделиться по поводу моей замечательной конструкции, которая прослужила вот уже год, как незаметно прошел, и подвести хоть какие-то маленькие итоги. Я знаю, что все практически дачники или те, кто имеет загородный домик, сталкиваются с такой проблемой. Приезжают по осени и летом, а может быть и на новогодние праздники, нужно каким-то образом быстро огреть помещение. И размышляя по этому поводу, я пришел к выводу самым оптимальным для нашего домика было бы печь камин, которая позволяла бы быстренько прогреть помещение и достигнуть, как говорится, комфорта и уюта. Но проанализировав, я понял, что печь-камин имеет свой недостаток. При быстром прогреве практически все тепло, которое она получает, ну все не все, но немалую часть вылетает в трубу, потому что температура печных газов на выходе с трубы достигала и 250, 300, 350 градусов. У меня возникла мысль пристроить к этой печке накопительный щиток. В интернете, к сожалению, мне не удалось нигде найти подробную порядовку. Несколько месяцев полазив по просторам интернета, я пришел к выводу, что самым оптимальным вариантом будет накопительный щиток колпакового типа, что и в принципе мне удалось и сделать. Давай мне телефон. Все, попросил моего ассистента, сына Артема, мне немножко поассистировать по этому поводу. Ну вот у нас занялся огонь. Я туда положил 4 поленца. Приноровились как-то к маленькой топке. Она имеет, конечно, свой неоспоримый недостаток в том, что полноценные поленья, там 45-50 сантиметров, здесь никоим образом не помещается. И мы приноровились его ложить по диагональке. Вот. И за год что можно сказать? Печь имеет, конечно, свои неоспоримые достоинства, как быстрый прогрев помещения. Вот вы приезжаете, как вот вчера мы вечером приехали, в доме было градусов 10, на улице плюс 5, и нужно было достаточно быстро прогреть. Ну, и в течение, наверное, где-то 3 часов мы протапали потихонечку помещение, и температура с плюс 10 до плюс 20, наверное, 25, где-то часа за 3, говорится, поднялась. Вот, температура поднялась, но самое главное, что вот этот сложенный, как вы видите, накопительный щиток, он позволил, если он работает по зимнему, как говорится, ходу, задержать немалую часть тепла, которая в другом случае, если бы его не было, вся бы вылетела бы, как говорится, в трубу. Вот. Но вот, в принципе, на этом маленький кусочек видео мы завершим. Потом сейчас разгорится, и можно будет показать, как идет процесс топки, нагрева самого накопительного щитка и сколько на это нужно дров.